Итак, более детально поговорим про силуэт. На самом деле силуэт тема достаточно бесконечная. Возможно, все в одно видео не влезет, я постараюсь самое главное и сжато. Ну и позже, может быть, запишу еще несколько видео. Силуэт — это однотонное плоскостное изображение профилей фигур и предметов. А также, вообще-то, это разновидность графической техники. Возможно, вы помните на уроках литературы, когда мы изучали Пушкина и Лермонтова, произведения были украшены вот такими изображениями. Возродилось это искусство силуэта во Франции в первой половине XVIII века, но корни силуэта, конечно же, идут из древности, и стоит вспомнить только греческие чернофигурные вазы. Вот кто знал толк в силуэтах, это греки. С развитием изобразительного искусства художники стали наполнять силуэт деталями и иногда неудачно, тем самым разрушая его целостность. Будем разбираться, как же сделать так, чтобы силуэт не развалился. Первое, о чем нам стоит подумать, это о том, чтобы выбрать наиболее выразительные очертания силуэта. В видео про руки я говорила, что не все референсы одинаково полезны и подходят для рисования рук, особенно для начинающих. И не всякий силуэт достаточно выразительный. Иногда его следует подкрутить. Где-то усилить угол, где-то усилить стилизацию для большей выразительности. На греческих вазах мы видим, насколько важен силуэт. Да, там есть небольшая прорисовка линий внутри для того, чтобы обозначить лицо, одежду и так далее. Но в основной своей массе самое главное — это силуэт. Тем более, если смотреть на вазы в отдалении, совершенно не видно линий, а видно только силуэт. И удача композиции зависит напрямую от его выразительности. Если посмотреть на примеры силуэтов XVIII века, то мы можем увидеть кое-где более тонкие руки, более одежда, допустим, волнообразная, для того, чтобы подчеркивать какое-то определенное движение. То есть, по сути, скорее всего, в жизни так не могло быть. Но так как у нас есть только силуэт для выразительности, мы должны его где-то срезать, где-то увеличить, где-то стилизовать для лучшей передачи того, что мы хотим показать. Дальше я расскажу, как использовать силуэт в своих повседневных работах. Но перед этим поговорим о нескольких приемах, можно их даже назвать упражнениями, которые вы могли бы выполнить для того, чтобы лучше понимать, лучше чувствовать силуэт и выбрать ту передачу, которая вам будет удобна. Потому что можно подумать, рисуешь силуэт и все. На самом деле, я, готовясь к этому видео, нашла столько вариаций силуэта, и мы не должны зацикливаться на одном силуэтном искусстве XVIII века. Сейчас существует уже множество интересных интерпретаций. Я вам их все покажу, и, возможно, вы выберете что-то для себя. Потому что, да, изначально силуэт — это плоское однотонное изображение, но для того, чтобы использовать его в полной мере, нужно увидеть, какие варианты еще существуют. Итак, первое упражнение — это передача разных форм. То есть, допустим, вы могли бы взять какой-нибудь референс и намеренно нарисовать его сначала плавными текучими линиями, а потом резкими, острыми, и посмотреть, как это будет выглядеть. Например, можно взять какую-нибудь фигуру девушки или фигуру стоящего человека. Также можно тренировать классическое изображение силуэта. Это просто заливать все черным, ну или каким-нибудь другим однотонным цветом. Но также можно тренировать рисование силуэта с пробелами, немножко посмотрев на греков, взять что-то такое среднее, то есть кое-где использовать пробелы для того, чтобы все-таки разграничивать одну форму от другой. Усложнить задание по силуэту можно, рисовав не черное на белом, а белое на черном. У меня для всего есть доски, и для силуэта тоже. Я вообще считаю доски очень удобным инструментом. Оставлю вам ссылку внизу на доску с силуэтами, и там вы можете посмотреть больше примеров, о которых я сейчас говорю, потому что показать все видео физически не получится. Белое на черном, черное на белом. Я запуталась. Так, белое на черном. У меня на доске есть вот эта работа, называется «Побелка». И она идеально отражает то, что я хочу сказать. То есть тут автор нарисовал белым цветом, а силуэт он просто вот оставил между. Ну, на картинке вы все видите. Но здесь больше используется как бы негативное пространство. То есть эта работа больше как инверсия. Такие работы делать на самом деле достаточно сложно. Возможно, вам потребуется сначала сделать работу наоборот, точнее, как мы обычно делаем. Вот это использование негативного силуэта — это очень мощный способ, но это уже для более продвинутых пользователей.
Чем лучше рисовать силуэт? Для меня удобнее всего брашпеном. Можно, конечно, использовать маркеры, но маркеры дают все-таки неоднотонность. Они, когда наслаиваются друг на друга, оставляют такой след. Но если совсем ничего нет, можно и маркерами, да можно и ручкой на самом деле, но придется очень много штриховать. Для меня самый удобный брашпен, который я уже показывала от Малевича. Также можно использовать кисти, краски, но это такой более долгий способ. Это надо прям настроиться, сесть, открыть краски и так далее. Брашпен все-таки в этом случае очень удобен. Ты его просто открыл и начал рисовать. Кстати, насчет цвета. Чернила не обязательно должны быть непроницаемо черными. У меня на доске очень много примеров цветных силуэтов. А также они не обязательно должны быть жесткими по своей структуре. Парочка классных примеров фэшн-иллюстраций, где силуэт, но он нарисован очень легко. То есть силуэт полностью очерчен, полностью контрастен, но при этом он воздушен. И даже есть силуэты, где края немножко как бы поразмыты, но при этом все равно силуэт считывается. Я поставлю несколько примеров здесь. И это тоже силуэт, и не стоит думать, что если вы хотите нарисовать что-то с силуэтом, то обязательно должно быть как из книжек 18 века. Но что касается сплошного черного, его просто легче всего воспринимать на старте. Если вы только начинаете, то вы можете выбрать черный, синий, любой другой цвет, который вам нравится. Но вот усложнять уже лучше, когда вы лучше разобрались и чувствуете вот эту силуэтную эстетику. В общем, вы чувствуете силуэт. Кстати, для тех, кто рисует в CG, есть несколько классных приемов. Вообще существовала такая классная программа «Алхимия». Ее можно было скачать бесплатно, и сейчас, по-моему, она тоже доступна. Я покажу вам несколько примеров моих работ из алхимии. Еще больше вы можете найти в интернете. Но для тех, кто рисует на планшетах, есть еще один классный инструмент. Можно скачать программу Infinity Painter. Она бесплатная, точнее, те функции, которые нам нужны, будут точно бесплатными. Вы ее скачиваете, устанавливаете, заходите в кисти, выбираете там папку «Заливка», первую кисть Solid Fill, и этой кистью рисуете. И это та же самая кисть, которая была в алхимии. Как будто вы рисуете лассо, которое сразу же заливает цвет. Почему это удобно? Поначалу, когда вы изучаете силуэт, вы можете впасть в какой-то детализм. Вы захотите рисовать больше деталей, а для силуэта это совершенно не нужно. Вам нужно обозначить общие формы. Просто этим инструментом, заливкой, очень трудно делать ваши обычные формы. Она все обобщает, она заливает большую часть, и вы не упадете вот в эту детализацию, когда вы начинаете все детально прорисовывать. Здесь вам, наоборот, нужно все упрощать и делать более простыми формами. И таким образом, если у вас есть проблемы с вот этой чрезмерной детализацией, или вы начинаете как бы хорошо, а потом ловите себя на том, что вы уже прорисовываете реснички, то вам действительно нужен вот этот инструмент для того, чтобы тренировать такие большие формы, большие объемы и тренировать свое умение отсекать все ненужное. О чем вам стоит еще помнить, это ритм. Если силуэт у вас не одинарный, это несколько фигур или архитектура, это непременно должно быть связано с ритмом. Глазу человека интереснее воспринимать скачущий ритм, чем какие-то повторяющиеся формы. Ну, повторяющиеся формы тоже могут быть, это тоже определенный прием. Но я сейчас вам покажу на примерах, что значит так называемый скачущий ритм. Ну, его так никто не называет, я его так называю. Вот, допустим, возьмем это изображение, явно из какой-то повести или романа, и здесь мы видим ритм из людей. Они все, каждый находится на своей, так сказать, линии. Если провести ровную линию, практически никто из них не сидит одинаково по одной линии. У всех какой-то есть какой-то ритм. И этот ритм поддерживается ветками сверху, которые тоже в своем определенном ритме, и сзади какой-то такой фон, уже более спокойный, не такой уж ритмичный, хотя окна тоже создают свой определенный ритм. Ну, здесь еще мы могли бы поговорить и о композиции. Наверное, о композиции нужно снять вообще отдельное видео и даже целый цикл видео, потому что композиция — это тема просто бесконечная, больше, чем силуэт и все остальные темы в этом мире. Да, про композицию точно сниму. Есть у меня пара интересных мыслей насчет композиции. И вообще я люблю очень эту тему. Разбор композиции, анализ композиции, почему это так работает. Потому что некоторые люди, и художники в том числе, не задумываются о том, как композицией можно
направить взгляд смотрящего. Что-то меня занесло. Это видео не про композицию. Следующее будет про композицию. Продолжим про силуэт. На примере этого силуэта можно посмотреть, как работает ритм на крыше и вообще ритм зданий, ритм крыш. И, допустим, я покажу вам исправленный вариант, если бы не было этих антенн, если бы не было вот этих ритмичных рисунков, да, как бы выглядела тогда работа, и она была бы, конечно, не такой интересной. Если мы рисуем не один одиноко стоящий силуэт, а какую-то композицию, то, конечно же, нужно помнить и про ритм, и про направляющие линии, и про какие-то линии перспективы, которые будут нам помогать. У меня на доске есть множество примеров, где изображены разные сцены с котом. Это вообще супер классный пример. Практически на всех этих работах есть кот и есть какое-то пространство вокруг него. И кот здесь как главный герой. На этих работах мы четко видим, как силуэт помогает нам указать на главное. Допустим, где мы видим окно, которое обрамляет кота, да, и мы сразу смотрим на него, потому что он черная точка на белом, а окно это как рама для него. Мы видим лестницу, где сидит кот, и этот ритм этой лестницы тоже очень удачный. То есть все вот эти работы, которые есть у меня на доске, вот посвященные этому коту, они прям очень-очень удачные. Они как раз рассказывают нам о том, как силуэт может нам помочь в работе направить взгляд на главное, также подчеркнуть что-то для того, чтобы привести нашего зрителя к главному. Дальше можно усложнять и добавлять какой-то более контрастный цвет, допустим, красный. У меня на доске есть прекрасный пример фэшн-иллюстрации, где девушка стоит в каком-то пальто, у нее отличный красный силуэт, очень выразительный, и черно-белый фон. Или также есть силуэты, которые нарисованы полностью одним цветом, просто с растяжкой, где-то более бледно, где-то более ярко. Как бы делать градацию цвета, таким образом делая его вариацию на своей работе. На первых этапах я вам советую избежать вот подобных картин и подобных референсов, потому что это слишком сложно. Здесь настолько все дробно, я бы, на мой вкус, больше бы выделила главного героя, потому что главным здесь кажется сейчас уточка и какой-то человек, который, по-моему, там все заляпал красной жидкостью. Вот. Я бы сделала его силуэт более читаемым. Или какие-то вещи на фоне бы немножко убрала. Ну, возможно, это эскиз комикса или что-то подобное, а не какое-то законченное произведение. Поэтому вы можете посмотреть очень много интересных решений в комиксах. Иногда там, конечно, перебор деталей, но иногда там есть такие очень интересные силуэтные решения. Силуэтное рисование очень вас выручит, если вы не очень хорошо владеете цветом. Все нормально, не все мы живописцы, очень много людей графиков. Я себя больше отношу к графику, чем к живописцу. Есть люди, которые рисуют на таких тонких соотношениях, что мне и не снилось. Я лично всегда любила больше графику, и мне кажется, графика, она в основе всего. Обладая навыком силуэтного рисования, вводя туда минимальные цвета, ваши работы будут смотреться не хуже, чем у самых лучших живописцев. Допустим, вы уже натренировались в рисовании силуэтов и теперь хотите применить это непосредственно к вашей работе. Как же это сделать? Я вам создам процесс рисования вот этой работы. Она нарисована матовым акрилом, про который я сделаю отдельное видео. А сам процесс работы у меня не сохранился, поэтому я воссоздам его на компьютере по методу силуэта, потому что рисовалась она именно так. Самое лучшее — это начать работу от силуэта и заполнять ее деталями понемногу, фотографируя каждый шаг. Зачем фотографировать? Чтобы вы могли понять, на каком этапе, возможно, вам следовало остановиться. Итак, первый шаг — это обозначить силуэт. Мы находим красивый силуэт и полностью его заполняем. На моей работе было несколько больших кусков, масса ног, кофта, очень большая масса волос и тело. То есть, по сути, я использовала 4 цвета для того, чтобы обозначить полностью все силуэты. Вы должны максимально постараться нарисовать силуэт, приближенный к завершенному, но не страшно, если вам где-то нужны будут исправления. Итак, когда мы обозначили все наши главные массы силуэта, мы переходим к следующему шагу. Это основные тени и детали. То есть я добавила здесь тени, обозначила ноги, обозначила как бы линию штанов, тени на руках, на лице
и на волосах. Третий шаг — это уже мелкие детали. Я ввела какие-то пузырики, какие-то прорисовала лучше лицо, прорисовала волосы, добавила какие-то оттенки на волосы. Вы можете остановиться на этом этапе, вы можете проработать еще деталей, но я бы советовала вам не забывать про акценты. Можно выкинуть одну из стадий деталей, но акценты обязательно должны быть. Что значит акценты для этой работы? Я выделила больше плечо, чтобы оно вышло как бы на передний план, и также больше проработала лицо, руки. Ну, кстати, руки, возможно, здесь были лишние внизу. Ну, таким образом у нас, значит, плечо и лицо вышли на первый план, и они стали акцентными. Это первое, куда вы смотрите. Ну и дальнейшая проработка уже по желанию, но хочу напомнить вам о том, что первоначальный силуэт все еще должен считываться. То есть, если у вас уже не считывается силуэт, вы переборщили. Кстати, насчет композиции в этой работе. На оригинальном листе она у меня немножко другая, смещенная еще больше в сторону. На этом листе она у меня более крупная, и я до сих пор не могу решить, какая мне больше нравится. Я думаю записать отдельный ролик про современную композицию. У меня есть несколько интересных мыслей на этот счет, и я думаю, что вам тоже должно это пригодиться. Экспериментируйте с силуэтом, разными техниками исполнения. Вы можете применять их каждую отдельно, как упражнение, или все сразу для своей финальной работы. Но самое главное, не забывайте о целостности вашего силуэта.